Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим понятие вложенного запроса. Выведем нашу таблицу полностью. Select звездочка from orders 2. Теперь эту таблицу мы ограничим. Только выведем данные, где департамент равняется 830. Следующая строка. Select звездочка from orders 2, where dep равняется 830. Выполним ее. Вся таблица состояла из 30 строк, а здесь мы видим 22 строки вывела. Вот это вот все 22 строки. Так вот, вот с этими данными, которые сейчас вывелись, мы можем работать как с обычной таблицей. Это можно сказать, вот все, что выделено. Это порция таблицы, и с этими данными мы тоже можем работать. Не только с таблицей, но и с порцией данных. С любым запросом. Вот. Поэтому в нашей стандартной команде select звездочка from orders 2, где orders 2 это таблица, сюда вместо orders 2 мы можем вставить любую порцию данных. И поэтому мы ставим порцию данных, которая состоит из 22 строки, вот из этих вот данных, где dep равняется 830. Что для этого надо сделать? Мы точно так же записываем select звездочка from, видите? Select звездочка from. Потом мы открываем скобочку. Открываем, закрываем скобочку. Зелененьким помечено. А сюда вставляем порцию данных. Вот она и есть. Select звездочка from orders 2, where dep равняется 830. Получается, что мы выбираем данные уже не из таблицы orders 2, а мы выбираем данные select звездочка from из какого-то запроса. То есть здесь мы выбирали данные всей таблицы, а здесь мы выбираем данные уже из определенного набора данных. Вот, из этого набора select звездочка from orders 2, where dep равняется 830. Выполним эту команду. 22 строки, видите? То есть мы как бы работаем уже не с всей таблицей, а с 22 строками, где dep равняется 830. Вот это и есть вложенный запрос. То есть получается select звездочка from, а потом опять открывается скобочка и пишется опять select звездочка from из чего-то. Вот. То есть мы как бы работаем уже с 22 строками. И здесь уже в этом запросе select звездочка from кавычечки мы также можем поставить пробел и пишем g. Ограничим этот запрос. v. Например, v range равняется, допустим, 201. 201. Видите? Вот это скобочки. Вот это вот, все, что в скобочках выделено, это считай, что таблица. Но это как бы виртуальная таблица, которую мы просто вывели виртуально. Вот. Все, вывели данные, 22 строки, и с ними мы работаем. И значит, мы из этих 22 строк их выводим и опять ограничиваем. Уже range, где range 201. Выполним эту команду. Вот видите? Стало 9 строк, нашло 9 строк. Из этого набора данных, вот из этого выделенного, вывели, значится, данные, где range равняется 201. Видите, вот с каким мы теперь набором данных работаем.
9 строк. Вот это вот все, вот эта строчка вся, это тоже набор данных, как и предыдущие. Строка был набор данных. Это тоже набор данных. Обычный набор данных. С этим набором данных мы можем работать. Мы его заключаем в кавычки. Аналогично. Это очень удобный инструмент. Мы копируем его. Заключаем в кавычки. Ой, скобки. Скобки заключаем. И можем с ним работать, как с набором данных. Пишем впереди select звездочка from, потом наш набор данных, а тут уже можем ставить любые ограничения. Вот этот набор данных, и мы можем ставить эти зеленым помеченным, начало и конец. И здесь мы можем ставить ограничения. Ну, например, еди равняется, так как это символьное, в кавычках пишем, еди равняется, допустим, L, литр. Литр. Выполним этот запрос. Ctrl-Shift F9. Точку запятой не поставили. Сейчас поставим. Точку запятую. Ставим точку запятую. Точку запятую. Выполним. Ctrl-Shift F9. Еще раз Ctrl-Shift F9. Вот. Видите, вывела 3 строки только, где сначала ограничили 830, потом ограничили range 201, а на третьем этапе ограничили EDI L литрами. То есть это 3 вложенных запроса. Первый запрос был вот это. Второй запрос был это вот это. И третий запрос это уже вся строка. То есть как бы 3 запроса. 3 запроса, вложенный запрос. То есть это очень удобная конструкция. С ней очень как бы удобно работать. Причем каждую конструкцию мы можем как-то обозначать. Значит, select звездочка from orders 2. Мы orders 2 можем дать название. Например, O. O. То есть мы будем с таблицей orders работать как с O. Выполним эту команду. Ctrl-Shift F9. Мы просто таблицу наименуем как буковкой O. Вот. Точно так же и здесь. Select звездочка from orders 2. Тоже назовем ее O. Она тоже выполняется. Отличия никакого нет. Но просто мы название дали короткое. Таблица. Теперь значится после скобочки вот эта вот конструкция, запрос этот, и значит select звездочка from, вот это вот, мы тоже можем обозначить как-то, например, O1. O1. Видите? И выполнить. Это нам в будущем пригодится. Ctrl-Shift F9. Видите? O1. Вот эта вот конструкция вся, select звездочка from, называется O1. O1.
Здесь же конструкция select звездочка from, тоже вот перед v, вот она эта конструкция. Мы можем назвать ее O2. Вот здесь вот поставим O2, O2. То есть мы работаем с O2. Вот это вот все, это O2. В будущем это будет удобно использовать. Причем мы можем теперь записать, значится, в этой строке select звездочка from orders 2o, v, можем написать не просто dep равняется 830, а вот эта вот конструкция select звездочка from orders 2 называется o, и мы из этого данных достаем, из этих данных ищем данные. И тут вот мы можем поставить не просто dep, а можем поставить название этих данных. То есть o, попробуем сейчас это сделать, значит, o точка, видите, dep подсказывает нам, что dep вместо просто dep o.dep. То есть что мы из конструкции из этой вот o берем поле dep. Массив данных, как сказать, o.dep. Массив данных o и из него поле dep. Выполним это. Ctrl-Shift-F9. То есть в будущем это будет удобно. Точно так же и здесь. Значится, вот этот массив данных мы обозначили как O1. И значит из него мы можем достать данные. Не просто range можем записать, а можем записать O1. O1. Точка. Range. И выполним. Ctrl-Shift-F9. Видите? То есть мы из массива данных O1 достаем, видите, помечает его, достаем поле range, где range равняется 201. Следующая конструкция, вот, массив данных. Вот этот вот массив данных называется O2. O2. Из него мы достаем данные. Значит, V не просто EDI, а O2. O2. Точка. EDI равняется литр. Попробуем выполнить эту конструкцию. Ctrl-Shift-F9. Вот, 3 строки только дало. Значит, dep 830. Ограничили. Потом следующим запросом range ограничили 201. А потом следующим запросом EDI ограничили литром. Вот. И вот этот вот все. Массив данных этот мы назвали просто для удобства сокращенно O2. И мы, значит, из массива O2 поле E1 ищем все значения, где есть литр. Как-то так. Можем его даже перекинуть на другую строку. Вот. Вот видите, вот он будет выполняться. V O2 EDI равняется литр. Ctrl-Shift-F9. Ну, на этом урок закончен. На нем мы изучили вложенные запросы. Вы можете это видео посмотреть еще раз. Я думаю, вам будет понятно. В итоге вы поймете, что вложенные запросы – это очень удобная вещь. С ними удобно работать. На каждой итерации мы данные ограничиваем, как нам надо. На каждой итерации. И это позволяет делать вложенные запросы. При этом мы же на этом же уроке изучили то, что
какой-то массив данных, то ли таблиц, вот orders 2, то ли выборку какую-то, вот, значит, select звездочка from, можно обозначать каким-то коротким именем O, либо O1, и с ним уже, с этим массивом данных работать. На этом урок закончен.